Привет, друзья! Сегодня поговорим об Австрии. Австрия открывается наконец-то для путешественников, но одновременно вводит такое количество всяческих ограничений, что с ними надо отдельно разбираться. Поэтому в сегодняшнем ролике мы разделим на 4 части нашу информацию. Первая – это будет информация о въезде на территорию Австрии. Вторая – это правила и ограничения внутри Австрии и пользование всей инфраструктурой австрийской территории. Третья часть будет посвящена отдыху с детьми. И в четвертой части мы заполним с вами онлайн формочку предварительного разрешения на посещение Австрии для тех, кому она будет нужна. Итак, начнем мы с первой части. Это у нас правила для въезда. Теперь у нас все въезжающие на территорию Австрии делятся на 3 группы. Первая группа – это люди, получившие 3 дозы вакцины. Да, именно 3. То есть полный сертификат вакцинации плюс бустерная доза. Причем сертификат вакцинации валиден, действителен на протяжении 270 дней. Так же, как и бустерная доза. Австрия приготовилась к ковидным ограничениям на много лет, видимо. Эти люди въезжают на территорию Австрии без ПЦР-тестов, без карантина и без заполнения предварительного разрешения. Вторая группа, к которой мы, наверное, все и относимся, это люди, получившие 2 дозы вакцины. Причем вакцина в Австрии принимается практически любая, все разрешенные ЕМА и все разрешенные рекомендованные ВОЗ. Но в дополнение к сертификату вакцинации 2 дозами нужно будет предъявить еще ПЦР-тест. Именно ПЦР свежий, и как обычно он действителен 72 часа до прилета на территорию Австрии. Ко второй группе также относятся те, кто выздоровели, имеют подтверждение выздоровления в виде справки от врача или положительного теста ПЦР, которому не старше 180 дней, но этого мало. К такому доказательству выздоровления нужно добавить еще хотя бы 1 дозу вакцины. И третья группа – это люди, которые не имеют ни доказательств выздоровления, ни полного сертификата вакцинации, валидного сертификата, а хотят въехать только по ПЦР-тесту. Именно эта группа людей будет нуждаться в заполнении формы предварительного разрешения, а также остаться на карантин, 10-дневный карантин, который можно закончить на 5-й день, сдав свежий ПЦР. Вот такие у нас 3 группы. И отдельно скажем про детей. Значит, дети до 17 лет подчиняются правилам карантина взрослых. То есть, если взрослые сопровождающие на карантине, то и дети на карантине. Если взрослые не подвергаются карантинным ограничениям, значит дети тоже гуляют спокойно. Но для въезда на территорию Австрии детям старше 12 лет нужно будет тоже предоставить либо доказательство выздоровления или сертификации, либо ПЦР-тест свеженький. Со въездом это все, но отдых ведь только начинается с въезда. А в Австрии действуют достаточно серьезные ограничения для пользования всей туристической и не только туристической инфраструктурой. От поселения в отель до подъемников, ресторанов, салонов красоты, парикмахерских и так далее. И для того, чтобы было более понятно, я познакомлю вас с австрийской концепцией 3G. Никакого отношения к мобильной связи она не имеет. И получила она свое название только потому, что немецкие слова «выздоровел», «вакцинирован» и «протестирован» все 3 начинаются с буквы G. И, соответственно, каждую эту G мы рассматриваем как пропуск туда, где стоят определенные ограничения. Если стоит широкое ограничение 3G, то вы можете быть либо провакцинированы, иметь действительный валидный сертификат вакцинации, либо иметь доказательство выздоровления, либо быть протестированным, причем как ПЦР, так и антиген-тестом. Дальше ограничения сужаются. 2,5G уже предусматривает либо допуск вакцинированных, либо выздоровевших, либо протестированных с помощью только ПЦР-теста. И самый строгий пропуск 2G предусматривает допуск только тех лиц, которые имеют доказательства выздоровления
плюс одну дозу вакцинации, либо доказательство полной вакцинации. Так вот, с 20 декабря 2021 года вся инфраструктура Австрии, начиная с отелей, имеет допуск 2G. То есть, если вы заезжаете на территорию Австрии только с ПЦР-тестом, вы обязаны пройти карантин, но в отель вас не поселят, поскольку допуск туда только 2G. Соответственно, те, кто едут в Австрию с ПЦР-тестом, должны проходить свой карантин только в частном секторе. И есть еще одна существенная неприятность. Если для въезда на территорию Австрии мы можем использовать практически любые вакцины, все, которые признаны ЕМА или одобрены ВОЗ, то для получения статуса 2G недостаточно 2 доз таких вакцин, как Коронавак, Синофарм, Спутник Ви и Ковишилд. Тем, кто привит 2 дозами таких вакцин, для получения статуса 2G нужно пройти 3-ю бустерную дозу обязательно, причем не их, а именно AstraZeneca, Pfizer, Moderna или Джонсона. И при этом дополнить это все тестированием на антитела перед получением этой бустерной дозы. Теперь поговорим об особенностях отдыха с детьми в Австрии. Все дети на территории Австрии до 12 лет, кроме Вены, о которой мы поговорим позже, могут отдыхать и пользоваться инфраструктурой без всяких ограничений. Но подростки старше 12 лет и с датой рождения меньше, чем 1 сентября 2006 года могут и обязаны получить статус 2G. Но как они его могут получить? Для этого разработана специальная программа подростковая беспрерывной серии тестов. Называется эта программа Ninja Pass. Тесты в Австрии для детей и взрослых бесплатны в специальных центрах тестирования Тестрабен. Этими центрами оборудованы все курорты, и в любом отеле вам подскажут ближайший. Но тестироваться ребенку придется через день или даже каждый день. Правило тут такое. За неделю, за первые 5 дней недели ребенок должен сдать как минимум 3 теста. 2 из них должны быть ПЦР и 1 может быть антигена. ПЦР имеет срок действия 72 часа, а антиген 48. И вот эти сроки действия должны быть беспрерывными. Первым тестом может и должен быть тест, который ребенок будет сдавать до еще вылета в Австрию. Существует специальный бланк, который вы сможете скачать у меня под видео, в котором или вы, или ребенок заполняют дату и время сдачи теста. Ну а результаты тестов в электронном виде или в бумажном виде нужно будет все время носить с собой. Итак, получается, что программа сама рассчитана на 7 дней, но стандартные туры это у нас 7 ночей, а значит 8 дней. В результате у вас получится один цикл полного тестирования и кусочек второго. На экране вы видите пример для недели отдыха с субботы по субботу. Если вы просрочили тест, вам придется начать весь цикл сначала. Но эта программа, это послабление не касается детей, которые старше, чем 1 сентября 2006 года. Эти дети для обладания статусом 2G обязаны быть полностью вакцинированы 2 дозами с валидным сертификатом вакцинации. Ну и теперь давайте отдельно поговорим про Вену, поскольку тут ограничения еще более жесткие и именно рассчитанные на детей. В Вене без ограничений пользоваться инфраструктурой могут только дети до 6 лет. Дети с 6 до 11 лет включительно, то есть 11,99, при пребывании в Вене для обладания статусом 2G обязаны проходить тесты беспрерывно. Тест ПЦР действителен 72 часа, тест антиген для них действителен 48 часов. Если же ребенку уже старше 12 лет, антиген ему не подходит, он обязан делать ПЦР, и этот тест действителен только 48 часов. То есть фактически вы будете сдавать его каждый день. Ну а теперь давайте заполним форму предварительного разрешения
Называется она Pre-Travel Clearance Form. И нужна, как я сказала, только тем, кто собирается заезжать из безопасных стран, а все наши страны являются безопасными, только по ПЦР-тесту. Заполняем мы формочку на официальном сайте, ссылочку я вам тоже оставлю внизу. И для ее заполнения нам потребуется не так уж и много. Это ваша фамилия, имя и дата рождения, телефон и имейл, на который потом придет эта форма, дата въезда, вид транспорта, на котором вы въезжаете или прилетаете, адрес вашего карантина, поскольку заполняют разрешение только те, кто нуждается в карантине. Ну и в качестве дополнительной информации вы можете указать дату своего отъезда и номера рейсов, на которых вы прилетаете и улетаете. Хотя это в принципе не обязательно. Но давайте это сделаем. Я прибываю из Украины. Я нигде не была последние 10 дней, поэтому не добавляю ничего. Указываю дату прибытия в Австрию. И то, что я прилетаю с самолета. Остальные поля дополнительные, они не помечены звездочкой, мы можем их не заполнять. На следующем этапе выбираю обычный въезд в Австрию. И указываю, что хочу заехать только с результатом теста. Здесь нам понадобится обычная персональная информация. Далее мы указываем адрес нашего карантина. И указываем, есть ли у нас вид на жительство в перечисленных странах. У меня нет. Подтверждаю, что я все тут прочитала. Капча и Send. Я сразу же могу загрузить эту форму. Вот она. Так она выглядит. Ну и дополнительно она придет ко мне на почту, откуда я тоже могу ее загрузить или распечатать. Вот, собственно, и все. Вкусных вам путешествий в Австрию и подписывайтесь на канал Середина лета.